Apple это новый децентрализованный токен дефляции на базе Binance Smart Chain или же нечто большее. Именно это я и предлагаю нам сегодня с вами вместе узнать. Поэтому обязательно и незамедлительно ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал CryptoLady и смотрите этот выпуск до конца, потому что прямо сейчас я расскажу вам о том, что же такое Apple, какое отношение к нему имеет Robinhood, почему логотип Apple имеет форму всем известной нам компании Apple, ну и конечно же поговорим об его особенностях и преимуществах. Одним словом, будет интересно. Итак, что же такое Apple? Как я уже сказала в самом начале, Apple действительно является децентрализованным дефляционным токеном, созданным на базе BSC, главная цель которого заключается в обнаружении высококачественных фруктовых активов для построения новой, разнообразной децентрализованной транзакционной сети. Стоит отметить, что Apple поддерживает концепцию DAO и ценит силу сообщества. Именно по этой причине идеология Робин-Гуда легла в основу Apple. Для тех же, кто не помнит, напомню, главная цель Робин-Гуда заключалась в справедливом распределении денежных средств, то есть чтобы обычные люди объединялись в невидимое, но мощное глобальное сообщество, чтобы помогать друг другу ради общего благополучия и лучшей жизни, замедляя при этом еще и рост благосостояния элит. Этакая проактивная сила, контролирующая общее общественное богатство. Именно по этой причине разработчики Apple, взяв за основу данный принцип, хотят воплотить все это с помощью децентрализованного токена. Что же касается логотипа, то и здесь все достаточно просто. Зеленый цвет – это цвет Робин-Гуда. Он символизирует героев Шервудского леса в сообществе Apple. Также это цвет жизни и здоровья. То есть, как мы понимаем, именно за здоровый образ жизни и богатство отвечает команда Apple. Око провидения, скрытое в зеленом цвете, это око Бога, который наблюдает за сильными мира всего. Таким образом, мы видим, что разработчики уважают законные источники богатства. Однако из-за несправедливого распределения богатства в обществе, они считают, что так называемые элиты и сильные мира всего силой захватывают лучшие ресурсы общества. И, наконец, сам дизайн связан со знаменитым яблоком, потому что команда восхищается самим Стивом Джобсом и тем, что он сделал в свое время. И да, у яблока есть зубы, что в свою очередь означает, как заявляют сами основатели Apple, что они возродились после GameStop Short Squeeze и готовы объединиться, чтобы начать свой путь к процветанию. Ведь для этого Apple включает в себя мгновенные награды, в рамках которых за каждую транзакцию взимается комиссия, равная 5%, из которых 2% будут пропорционально распределяться между всеми держателями токенов Apple, а остальные 3% безвозвратно сжигаться, запуская в ход тем самым тот самый дефляционный механизм. При этом, как вы уже заметили, 100% токенов Apple будут попадать на PancakeSwap, то есть не будет существовать какого-то резерва. Следовательно, любой желающий сможет абсолютно легко совершать сделки с Apple, в том числе и удерживать их на своем кошельке. Кстати, статистика сжигания токенов доступна прямо на главном сайте appleb.io, собственно, как и статистика по выплаченным дивидендам. Не знаю, как вас, а меня суммы весьма впечатляют. Что же касается токеномики Apple, то она не менее впечатляющая, так как общее предложение токенов составляет аж 10 тысяч триллионов. Скажу честно, такое количество токенов я встречаю впервые. А вы? Напишите, кстати, в комментариях, может имеются на рынке криптовалют токены с подобной эмиссией. Мне действительно будет крайне интересно это узнать. При этом, как видите, на текущий момент держателей токенов насчитывается уже свыше 156 тысяч человек. А это, как по мне, тоже не маленький показатель. Поэтому, если вам интересно узнать методику получения Apple токенов, то все, что вам достаточно, так это следовать простой инструкции, которая представлена в пошаговом порядке на главном сайте. Как видите, для этого вам достаточно иметь кошелек MetaMask или же Token Pocket, а также иметь на своем балансе немного токенов BNB, которые могут вам понадобиться для оплаты газа. И третий пункт – это уже сам обмен, в рамках которого вам необходимо будет указать адрес самого контракта Apple на PancakeSwap, и не забыв при этом установить само проскальзывание в размере 10%. И все. Для мобильной же версии приложением Token Pocket инструкцию вы сможете просмотреть по ссылке, указанной в описании. Что же касается перспектив у данного проекта, то они и есть, так как проект действительно очень активно развивается, и исходя из представленной дорожной карты мы видим, что чуть меньше чем за полгода Apple достиг многого, а в будущем достигнет еще большего. Поэтому, чтобы не упустить мимо себя что-то стоящее, обязательно приходите по ссылке
и подписывайтесь на их официальный телеграм-чат, чтобы оставаться в курсе всех самых последних новостей и обновлений. Кстати, чуть не забыла вам рассказать, что Applebee имеет еще и свое собственное приложение Applebee Ecology, в рамках которого платформы со всего мира могут размещать свою рекламу, в результате чего после получения дохода от рекламы Applebee будет использовать часть этих вырученных средств для поощрения участников, кто будет скачивать игры или же смотреть видео в рамках данного приложения. А другая же часть с этих денег пойдет на обратный выкуп Applebee токенов с PancakeSwap, что в свою очередь приведет к устойчивой модели реализации коммерческих сценариев использования собственного токена. Так что не теряйте время зря, а скорее изучайте, как именно с помощью данного приложения можно заработать, так как за выполнение вполне простых действий вы легко можете зарабатывать более $2 всего за 1 час. А приглашая своих друзей, вы имеете шанс зарабатывать еще больше, поэтому имейте это в виду. И да, помимо всего вышесказанного, Applebee проводит еще и благотворительную деятельность, помогая тем самым разным людям со всего мира. Так, например, совсем недавно Applebee помог принять участие в Олимпийских играх спортсменке из Индии, которая очень любит бегать, но у нее не было финансовых возможностей реализовать свою мечту, то есть принять участие в Олимпийских играх. Но, как вы понимаете, она все-таки приняла участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году благодаря Applebee. Более же подробную историю об этом вы безусловно сможете прочитать по ссылке, указанной в описании. А пока предлагаю вам просмотреть предыдущую презентацию Applebee среди русского сообщества, где в более подробной форме спикер рассказывает о всех тех возможностях и преимуществах Applebee для всех нас, а также объяснял суть и весь тот огромный потенциал. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь знакомиться с данным проектом более детально, так как уверена, он этого достоин. Наша общая драгоценность. Если они у вас есть, вы всегда можете их перепродать. Бесполезные камни превратились в $30 000 за карат, и теперь мы обязаны покупать их крайне дорого. Полвека назад говорили, что вам, мне и всем людям нужен дом, и это должно быть доступно каждому. Затем из-за потребностей простых людей жилье превратилось в роскошный аксессуар с невероятными ценами в $1000 за квадратный метр в центре города. А на этом у меня все. Как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже совсем скоро.